Это самый лютый, который мне попадал на обзор. Увидев эти наушники, я решил снять видео в раздел «Дичь». Дичь! Дичь! Это дичь? Дичь. Почему дичь? Потому что эти наушники стоят 59 евро. Я их взял за 9 евро. Когда я вижу вот такую здоровенную коробку, у меня сразу подозрение, что внутри какая-нибудь лажа. Почему четвертые AirPods влазят вот в такую коробку, а здесь написано, что они компактные и коробка занимает в 8 раз больше места. Итак, давайте разбираться. Я бы не взял за полную цену, я даже не представляю, кто может взять эти наушники за полную цену по цене наушников хороших Sony. Есть же люди, которые взяли, наверное, за полную цену. Тогда запоминай, ты лошара! За что они заплатили? Фирма называется Tech Theory. В технологиях они теоретически разбираются. И, судя по названию, скорее всего, только теоретически. Battery Matter up to 12 hours. Ну, в общем, как в хороших китайских, вернее, не очень хороших китайских наушниках. Зарегистрированная торговая марка OPSIC, и не знаю, что это значит. Нигде я не вижу параметров, какие частоты. Аккумулятор 30 мА. Заряжается 1-2 часа, ну, то есть как повезет. В этом боксе батарейка 200 мА. Я такой маленькой давно не помню. Дистанция 10 метров, версия Bluetooth 5.3, как ни странно. И работает 3-4 часа, то есть как повезет. Хватит теории, давайте посмотрим на эти наушники. Вы видите этот громаднейший кейс, в котором батарейка 200 мА. Кстати, кто-то наклеил вот эту вот систему от воровства. Я даже не знаю, кто в здравом уме украл бы эти наушники. Но я бы никогда их не украл. Я-то их и купил только для обзора. Скорее всего, я их потом назад верну, потому что уж очень я сомневаюсь в их качестве. Внутри вот такой вот помятый пластик. Вы думаете, я шучу про 59 евро? Комплект у нас очень богатый. У нас есть шнур USB-C и у нас есть инструкция. Вот такая маленькая, тоненькая на одной стороне. Я даже в наушниках за 3 бакса видел поболее инструкции. Здесь все то же самое. Заряжается 1-1,5 часа. Ну, немножко отличается. Там 2 часа. Bluetooth 5.3. Интересного тут, в общем-то, нету. Вот в этом наушнике аккумулятор 30 мА. То есть заушина, в которую влезет 100 мА, в нее засунули 30 мА. Вначале я, когда особо не смотрел на них, у меня было ощущение, что это какая-нибудь ерунда китайская с костной проводимостью. А по факту здесь просто прорезь динамика. И как она вообще будет нормально играть, я не представляю. Сверху у нас есть прозрачная вот такая вот часть. Внутри, как мы видим, емкостный сенсор. И, ребята, это микрофон. И вот в него проделано отверстие в этот микрофон. То есть максимально тупо расположен микрофон. Сбоку, в сторону. Да, все правильно. Больше отверстий нету. То есть микрофон мало того, что находится не под отверстием, то есть он слева от отверстия, либо справа, в зависимости, как вы возьмете. И еще он внутри спрятан, еще отверстие маленькое. Мы это проверим, как данная штука работает в режиме гарнитуры. Давайте посмотрим на этот кейс. Такого размера кейса я давно в руке не держал. Здесь Type-C, то есть вообще я бы подумал, что здесь, скорее всего, USB обычный, потому что уж размер хороший. Я так подозреваю, цена сброшена, потому что кто-то их уже вернул. Вот здесь сверху, видите, есть такие царапинки. Мне кажется, кто-то их неаккуратно или аккуратно куда-то кидал. Итак, для того, чтобы увидеть, как это все работает, надо, наверное, вставить сюда. Мы видим, здесь показывается процент, видим, что идет заряд наушников, то есть они заряжены, нет, вообще нифига не понятно. Кейс не знает о степени заряда данных наушников, либо же они заряжены всего лишь на одно деление. Давайте попробуем подключить их к телефону. Естественно, никаких программ нету, которые бы помогали этим наушникам как-то играть. Из-за того, что я их уже подключал, проверял, что они работают, чтобы обзор уже не совсем был бесполезен. Они называются TT Open Air. Почему TT? Потому что Tech Theory называется фирма. Тут все классно. Показывается полный заряд батареи. Показывается кодек AAC, забезпечивая высокоякісне звучание. Ну вот в этом я, конечно же, сомневаюсь. Давайте попробуем, включим. Проверим, будет ли их слышно до микрофона, который встроен в саму камеру. А потом я их одену, послушаю. Это немножечко подсниму. Послушайте, как работают здесь микрофоны. А про звук я вам постараюсь рассказать. Вам слышно? Давайте я подключу петличку. Они играют довольно громко. Давайте попробую надеть их на ухо.
возможно, я неправильно одел. Сейчас еще попробую по-другому одеть. Но у меня очень сильное ощущение, что они играют как самые плохие наушники, которые я когда-либо тестировал. Даже очень дешевые i7, которые там за 2-3 бакса продают китайцы, которые еще начали продавать больше 10 лет назад, в общем-то, играли лучше, потому что здесь басов нету. Средние частоты очень фиговые. В общем, решил я протестировать данные наушники на улице. Вышел. Хотел начать запись, случайно уронил наушник, и смотрите, что с ним получилось. А вот это я уронил один раз эту гарнитуру с метра. Идет дешевый пластик, практически между собой он не скреплен. Для любителей переделывать или добавлять какие-либо другие аккумуляторы, я думаю, самое то. Но опять же, цена офигенно завышена. Почему завышена? А вот дальше послушайте, как они работают на улице. А вот таким образом пишет данная гарнитура, и вот таким образом она выглядит. Я надеюсь, вам что-то слышно. Вот, потому что она просто висит как какой-то довесок науки. Я просто взял и одел очки, чтобы просто ее не потерять. Это очень дикая дичь. Надеюсь, из этой дичи через микрофон вы что-то слышите. Потому что, я на всякий случай сейчас прослушаю, чтобы повторить запись. Да, я еще немножечко усилил звук, для того, чтобы вы хотя бы что-то услышали, то есть процентов на 50, наверное, я сделал громче. Практически ничего из того, что я записывал, не слышно. Плюс эти наушники, вот они что-то тут рассказывают, вообще неудобно одевать на ухо. Вы видели, как они на мне выглядят, очень странно сидят, они не достают вот этим вот выходом звукового канала в воду звукового канала моего уха. Возможно, на какое-то более маленькое ухо они подойдут, но они-то сами большие. Я даже не понимаю, в чем может быть удобство таких наушников. Специально с ними походил полдня. И мне казалось, что они, да, действительно легковесные, практически я их не чувствую. Но потом, когда начал снимать, они точно так надавливают ухо. То есть в какой-то момент они где-то передавливают. И на самом деле эта конструкция вообще не имеет никаких плюсов. Единственное интересное в этих наушниках это вот эта вот часть, которая прозрачная. Все, и под ней вы можете видеть емкостный сенсор. Это единственное, что вообще в этих наушниках интересное. Звук плохой, аккумуляторы слабые, сидят неудобно, сделаны слабенько, то есть распадаются от легкого падения. Это самый лютый хлам, который мне попадал на обзор. Если увидите такие наушники, обходите стороной и даже не смотрите в их сторону. Хлам редчайший.